Всем салют, с вами канал Лорд Томато 27, меня зовут Алексей. Прошу прощения у моих дорогих подписчиков за то, что канал простаивал и так долго не выкладывалось видео. Данному факту сопутствует очень много причин, очень много проблем, в том числе и финансовых, и семейных, и относящихся к моей работе. Но в дальнейшем я все же планирую выкладывать видео гораздо чаще. Очень много идей, очень много проектов. И один из проектов сегодня мы с вами воплотим в жизнь. Сегодня мы с вами сделаем самодельный софтбокс из барахла и парочки дешевых китайских товаров. Софтбоксы будем изготавливать из светодиодной ленты, прибывшей ко мне из страны восходящего солнца. Данная светодиодная лента добиралась до меня 18 дней, что на самом деле неожиданно быстро, и стоила на момент заказа 170 рублей. Лента имеет длину 5 метров и располагает на себе 60 светодиодов 2835 белого свечения. На обратной стороне ленты имеется клеящееся покрытие. Подключим ленту к лабораторному блоку питания, проверим ее работоспособность. Лента работает от 12 вольт и потребляет 750 мА. Это достаточно немного для такого количества светодиодов и позволяет использовать блок питания на 1–1,5 ампера. Изготовление софтбокса начнем с его основы, в качестве которой выступит алюминиевая пластина толщиной 1,5 мм. Пластину я изготовлю из листа, добытого из старой советской стиральной машинки. Размер заготовки в моем случае 26 на 30 см. Отпилим и выровняем заготовку нужного нам размера. Также я решил придать устройству более эстетичный внешний вид и сделать рамку из алюминиевого профиля, добытого из каркаса москитной решетки от пластикового окна. Распилим профильные заготовки и обработаем их напильником, чтобы убрать заусенцы и неровности. Также поступим с листом алюминия. Далее отмерим от краев по 2 см и разметим контур. Разделим область в контуре на 10 частей и расчертим линии для наклейки ленты. Всего на один софтбокс у нас идет 10 отрезков ленты по 25 см. Теперь нарежем ленту на 25-сантиметровые отрезки. Расстояние между клеммами на ленте составляет 5 см, так что ее можно разрезать без линейки. Наклеим на пластину полоски изоленты для предотвращения замыкания ленты. Теперь можно приступить к размещению самой светодиодной ленты. Нанесем на клеммы ленты флюс или паяльную кислоту и залудим контакты.
Нарежем провод на небольшие отрезки, зачистим и залудим его. Соединим светодиодную ленту последовательно. При соединении будьте внимательны и не перепутайте полярность. Линия, на которую подается плюс, подписана. После завершения процесса обе линии желательно прозвонить тестерам во избежание разрыва или замыкания. После того, как мы убедились в исправности обеих линий, подаем на ленту питания и проверяем ее на работоспособность. Как мы видим, все исправно и замечательно работает. Для следующего этапа нам понадобится так называемая холодная сварка. Отрываем нужное нам количество и хорошенько перемешиваем. Скрепляем рамочку при помощи холодной сварки и оставляем сохнуть приблизительно на 2 часа. Рамка высохла, и теперь можно продолжить работу. Высверливаем 2 отверстия с одного из краев софтбокса и закрепляем в них 2 крепления для полипропиленовых труб. Далее для изготовления блока управления нам понадобится гнездо для подвода питания, гнездо для подключения второго софтбокса и диммер для регулировки яркости освещения, который добирался до меня около 40 дней и на момент заказа стоил 98 рублей. На регуляторе имеется потенциометр с выключателем. Диапазон питания от 3 до 35 вольт постоянного тока. Допустимая сила тока до 5 ампер. Вход и выход питания подписаны на обратной стороне платы. Также нам понадобится корпус. Этот взят от старого блока питания. Я уже просверлил в нем отверстия для гнезд и регулятора. Подпаяем к компонентам провода и приступим к монтажу. Подключаем питание на вход регулятора, а софтбокс и гнездо на второй софтбокс, соответственно, на выход. Монтируем регулятор в корпус.
Перед окончанием сборки проверяем всю конструкцию на исправность и работоспособность. Если мы видим сияющий свет, значит мы молодцы, и у нас все получилось. Бьем себе пятюню, наливаем чаю и продолжаем. Монтируем блок управления на софтбокс. И завершаем наши танцы с бубном установкой фиксирующих шурупов. В итоге получилась вот такая конструкция. Смотрится вроде бы неплохо и аккуратно. Питается вся эта система от блока питания на 12 вольт и 1 ампер. Диммер дает достаточно плавную регулировку освещения. По моему мнению, разница между предыдущим и нынешним освещением колоссальная. На этом мы с вами закончим наши танцы с бубнами. Кому понравилось видео, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ссылки на все товары вы увидите в описании под видео. Вы смотрели канал Лортомата 27, с вами был Алексей, всем пока!